Здравствуйте, Скорпионы! Сегодняшний Таро прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. И расклад, который вы сейчас увидите, это расклад на следующую неделю. Неделя с 6 по 12 июля. Давайте посмотрим, что же скорпиончиков ожидает. Какие карты сегодня выпадут нашим скорпионам. Водный знак зодиака, водная стихия. Какие карты непосредственно покажут, какое влияние покажут на события вашей недели. Я напоминаю, что это общий Таро-прогноз. Надеюсь, большинству из вас он подойдет. Вы подпишитесь, кто-то оставит лайк или сообщение, кому нравится это видео или этот расклад. Также вы можете поучаствовать, скорпионы, в акции, которая проходит на моем YouTube-канале. Условия акции в описании под этим видео в закрепленном сообщении, а также во вкладке «Сообщество» можете прочитать. Там все написано. Итак, скорпиончики, давайте посмотрим. Неделя с 6 по 12 июля. Какие карты выпадут у скорпионов? Итак, скорпионы. Понедельник. Вторник. Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Ну, не знаю, карты очень хорошие. То есть здесь можно говорить, во-первых, о каком-то путешествии, поездке, которая может иметь место быть, потому что есть шут, есть шестерка мечей, то есть позитивные перемены, позитивные какие-то изменения в вашей жизни. Очень много людей, с которыми вы можете общаться. Здесь есть очень много карт двора. Это королева жезлов, король пентаклей, король кубков. Разные стихии, и земные, и огненные, водные, да, могут иметь отношение к этой ситуации. Но в целом здесь есть основное значение такое, что да, очень много у вас энтузиазма, очень много позитивного взгляда на вещи, оптимистичного, вы уверены в себе, в своих силах, очень хорошие события, скорее всего, происходят, потому что вот солнце здесь появляется, оно в целом освещает расклад, где бы он ни был, да, в какой позиции расклада этот аркан солнца. Плюс здесь за шутом также светит солнце, направляя его и придавая оптимизм его шагам, его действиям, даже если впереди ждет что-то неизвестное, какие-то перемены здесь происходят у вас в неизвестное, но они к лучшему, да, как шанс на хорошие события, шанс на успех, на хорошие возможности в вашей жизни здесь на этой неделе, и перемены какие-то к лучшему. То есть карты хорошие по этим картам. Так, давайте посмотрим, что здесь может быть у вас, какие еще карты дополнительные выпадут, потому что вот в понедельник ваша водная стихия, она говорит, может быть, про общение с другим водным знаком, как вы, то есть скорпионы, раки или рыбы. По королю кубков можете что-то отмечать, вы можете здесь поднимать кубок, да, говорить какие-то тосты, если вас куда-то приглашают. Можете по королю кубков здесь в целом проявлять очень много эмпатии, внимания к другим людям, вот какой-то сопричастности, любезности, да, то есть много такой обходительности и в целом очень много эмоций, да, то есть открыты эмоционально в отношении других людей, поэтому и шут здесь, то есть открыты эмоциями, готовы помогать, готовы говорить о своих чувствах тоже. То есть не скрываете их. Давайте посмотрим карта короля кубков. Почему здесь она у вас выпала? Кстати, у кого-то, может быть, отношения здесь строятся, и поэтому карта короля кубков, кстати, сказала отношения. И такой у нас здесь парень с цветами выпадает, да, с розами, букет роз, там рыцарь чуть ли не на белом коне, потому что вот здесь вот этот конь белый на заднем фоне. Да, здесь может быть очень много вдохновения, энтузиазма, вот такого оптимизма у вас касаемо каких-то событий в вашей жизни. Вас приглашают на свидание, если вы одиноки, вы едете и очень оптимистично настроены. Или по рыцарю кубков здесь вы куда-то едете, кого-то с чем-то поздравляете, может быть, с днем рождения. То есть вот какие-то такие вещи здесь могут быть. В целом очень много
эмоций позитивных. Но что бы здесь ни было, но вот вы настроены очень оптимистично и, может быть, даже чересчур оптимистично. То есть прям вот с большим оптимизмом, верой смотрите в будущее. Может быть, даже есть большой шанс здесь совершить какую-то нелепую, глупую ошибку там, или как-то вот как ступиться, потому что вы можете, не владея всей информацией, основываясь только на своих внутренних ощущениях, чувствах, эмоциях, что-то делать, да, и не совсем понимать всей серьезности происходящего. То есть вот как шут себя вести здесь, да. То есть очень легко, очень открыто ко всему и не бояться оступиться, не бояться упасть, не бояться принять неправильное решение какое-то. То есть вы здесь вот открыты любым новым начинаниям, любым дорогам, там, отпуску, если у вас начинается. То есть вот такое вот настроение здесь у вас по этому шуту и по вот этим водным здесь, соответственно, знакам, да. Карта десятка мечей, завершение чего-то, что вызывало стресс, что вас заставляло переживать, и вы идете к лучшему, солнышко опять-таки впереди, вы шагаете в эту лучшую стезю, лучшее направление для себя выбираете и очень оптимистичны в этом плане. И карта силы, эмоциональный подъем, который вы при этом испытываете, и уверенность в своих силах, уверенность в своих возможностях здесь. Также возможность по рыцарю мечей здесь с кем-то, может быть, договориться. Это может быть человек воздушного знака, весы, близнецы или водолеи. Может быть, вы здесь что-то такое вот сможете сделать, достаточно для этого сил, возможностей и по рыцарю мечей настойчивости, смелости, такой порывистости и решительности, чтобы решить любые вопросы. То есть у вас для этого много сил, много энтузиазма, много решительности, скорости в ваших действиях. То есть вы готовы без промедления что-то сделать и успеваете что-то сделать, как выполнить какую-то работу или какую-то задачу, как в последний вагон заскочить, да, вот что-то успеть сделать. Дальше карта шестерка мечей, это карта перемен к лучшему, позитивных изменений, может быть, правда, какая-то поездка, которая для вас позитивная будет, или какие-то здесь новости, которые позитивно на вас отражаются, потому что шестерка мечей — это ситуация, где вы, проявляя любопытство, интерес, узнаете хороший шанс, возможность, где вы можете вот что-то сделать, да, поменяв свою жизнь к лучшему таким образом, этими действиями, как будто от одной ситуации уходите к лучшим берегам. И здесь эта трансформация ваша происходит как излечение, уход к лучшему чему-то, к лучшим возможностям, которые вам даются в принципе, да, скорпиончики. И тут же паж мечей, то есть опять-таки шанс, который вы можете здесь использовать. Да, возможно, кого-то он страшит или пугает, но по пажу мечей вы можете разузнать какие-то вопросы, какую-то информацию и понять, как вам там перебраться на другой берег или как вам изменить свою жизнь к лучшему. То есть вы рассматриваете эти возможности, эти шансы, они у вас здесь есть, и вы полны решимости, чтобы это сделать, чтобы отчалить от одного берега к другому. Карта следующая — это карта короля Пентаклей. Для кого-то это важные вопросы финансовые, материальные, где вы здесь рассуждаете о том, сколько требуется затрат там в текущем времени, или сколько у вас сбережено средств, сохранено, и что еще нужно куда-то вложить, да, или скопить деньги на что-то. То есть вот здесь какие-то финансовые задачи, которые вы можете решать. Более того, может быть, здесь что-то связанное с земным знаком зодиака, то есть девы, тельцы или козероги может иметь место быть. Но я думаю, что здесь все-таки общий расклад, и знаки не такое значение имеют, именно знаки зодиака. Рыцарь жезлов тут, потом королева жезлов, то есть много энтузиазма, огня. Если мы говорим о зарабатывании денег, то энтузиазма в том, чтобы заработать денег, то есть по рыцарю жезлов желание рискнуть, может быть, даже риск какой-то финансовый, который здесь будет, но он, скорее всего, оправданный, или какие-то здесь по рыцарю жезлов ситуации, где вы наполнены энтузиазмом, связанным с покупкой чего-то или какими-то тратами, расходами, которые очень для вас такие оптимистичные, радостные, доставляют много позитива, да, опять по рыцарю жезлов, то есть зажигают вас эмоционально, добавляют вот этого огня в вашу жизнь.
И карта, кстати, огненного знака, может быть, что-то с огненным знаком связано. И королева жезлов, по сути, это огненная стихия, то есть может быть что-то связанное с огненным знаком зодиака. Но также и в целом королева жезлов — это все, что связано с успехом в работе, в делах, потому что она работоспособная, целеустремленная. То, что она достигает и получает благодаря своей работе. Колесо фортуны — успешное, удачное событие, успешное решение. Колесо фортуны крутится в вашу сторону. И по карте Солнце тоже позитивное, я уже говорила, Солнце освещает здесь путь и добавляет вот этого позитивного видения ситуации. То есть по карте Солнца какие-то очень радостные для вас события на этой неделе, греющие душу, которые добавляют Солнца, вот этого ясности в вашу жизнь, может быть, счастья, в конце концов, по Солнцу, и процветание, ощущение себя процветающим и финансово успешными, десятка пентаклей. Может быть, вас радуют какие-то вопросы финансовые, которые вы решаете в вашей семье здесь, или что-то вы получаете, какие-то выплаты здесь тоже, вас это может очень позитивно, да, на вас сказываться, поэтому десятка пентаклей. То есть радостные события, касающиеся материальной сферы, какой-то вашей долгосрочной стабильности по десятке пентаклей, она может иметь отношение как к семье, так и к вашему кошельку, к вашим деньгам, да, то есть в целом ощущение позитива от того, что здесь происходит на этой неделе. С этим я вас поздравляю, желаю всем всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого!